Всем привет! Я сейчас к вам ненадолго. Хочу рассказать про материалы, которыми я пользуюсь по акварели. То, что я обещала в онлайн-классе, который у нас был в субботу. Там до этого дела не дошло. Я сейчас чуть-чуть, немножко буквально расскажу о тех новых материалах, которые я использую в последнее время. И, может быть, что-то вам тоже понравится, и мы с вами это тоже можем попробовать. Я напомню, что я буду сейчас по субботам проводить вот такие открытые онлайн-классы по акварели, по другим техникам. Я еще не решила, что будет в эту субботу. Если хотите, можете оставить свои пожелания. Буду рада каким-то конкретным пожеланиям. Предположительно, по акварели что-то, вот, если никаких не будет конкретных таких пожеланий. Я сейчас хочу вам рассказать про акварель Эколайн, который я тут недавно открыла, где-то, наверное, год назад, полтора. Это голландская акварель, это не реклама. Я просто искала какой-то новый вид, видела эти баночки и никогда раньше не пользовалась жидкой акварелью. И я сначала обнаружила вот эти, маркеры. И Эколайн, они делают очень здорово, я считаю, экологично, что они выпускают маркеры, и они к ним выпускают такого же, по номерам, такого же цвета жидкую акварель, и можно просто наполнять их. То есть там просто вот это вот откручивается, и туда заливается цвет подходящий. Это очень подходит, если вы много работаете маркерами, и все-таки, сейчас надо думать про пластик, и это очень... Сами маркеры тоже мне нравятся, но я в большей степени использую жидкий вариант. Что мне нравится в этой акварели, она очень яркая. То есть вот я за счет вот этого Эколайна я получаю вот такие яркие цвета. И она очень интересно расплывается. У нее также есть такой интересный эффект, как вот такие пятна. Это получается, когда на поверхность уже, где есть цвет, попадает вода. И таким образом, вот на обычной акварели вы такой эффект не получите. Мне очень понравился этот эффект, и я его сейчас всякие по-разному использую. Есть мнение, то есть я слышала, что эта акварель, она считается непрофессиональной, что это у нее есть момент, что она быстро выгорает. Возможно, так и есть. Но я со своей стороны, как художник, я считаю, мое мнение, что можно использовать какие угодно материалы, если они вам нравятся. В любом случае, кроме холста и масла, наверное, все остальные, они достаточно всегда хрупкие в плане сохранения материала. И я считаю, что нужно пробовать, нужно подбирать то, что нравится вам. И вот эта классификация на профессиональные, непрофессиональные, я так не очень это люблю. Вот, поэтому вот я сейчас использую вот это. У меня несколько цветов куплено. И я просто добавляю те цвета, которые мне нравятся. И также, кстати, нашла тут недавно, обнаружила случайно вот такую марку. Это испанская жидкая акварель. Вообще очень интересная. Только в одном магазине я видела. Она очень-очень яркая. И мне кажется, она даже лучше, чем Эколайн. Я не все еще цвета пробовала, только вот этот фиолетовый, но он мне очень нравится. И, конечно, такой оттенок, который, обычно акварель сложно подобрать. Я вот купила еще тоже такой желтый. Хочу тоже их попробовать. Что еще я использую? В последнее время мне понравились чернильные карандаши. Они называются Inktense Pen. По типу акварельных карандашей, но они более яркие. То есть вот я их иногда добавляю, сейчас покажу. Вот, предположим, в акварель. Я немножко здесь добавила вот этого карандаша. Он интересен тем, что его можно немножечко размыть водой, но не до конца, и он уже потом не смывается. То есть у него такое хорошее
качества. Это марка Derwent, Великобритания. Вот, ну, может быть, есть еще какие-то другие, я пока других не пробовала. И что еще, тоже, если вы работаете акварелью, вам может понадобиться вот такая, это по типу маска, как правильно назвать, флюид маскирующий, да. То есть то, что можно нанести на те места, которые вы хотите оставить белыми. Ну, в моей юности этого не было. Я бы, конечно, очень хотела, чтобы вот когда училась в художественной школе, было что-то такое. Поэтому я, честно говоря, привыкла обходиться. Ну, вот сейчас я пробую, экспериментирую. Тут смотря, да, в какой технике вы работаете. Когда я с абстрактной акварелью работаю, пока что мне не всегда это нужно. Но это может пригодиться, если вы, например, работаете с пейзажем, или вы на этюдах, или вы еще какие-то делаете такие, может быть, более фигуративные вещи, где нужно сразу, да, четкие линии, где есть. Там вот это, мне кажется, вот этот флюид, он очень сильно вам поможет. Вот эта маска, которую можно потом просто убрать, как она просто стирается, как резинка, просто такая, как пленочка. Да, еще я хотела про бумагу рассказать немножко. Вот на мастер-классе, то, что у нас было в субботу, я использовала вот эту вот бумагу. Я еще сказала, что она мне не очень нравится. Это Палаццо наша. Попробовала я наш такой альбомчик. Не очень. 280 грамм она называется. В принципе, она выглядит очень приятно. И на ощупь она такая приятная. То, что да, мы с вами рисовали в прошлый раз. Ну, вот в плане техник по мокрому она немножко сложная, на мой взгляд. Но, в принципе, если вы, например, работаете только по сухому, то, в общем-то, более-менее нормально. Ну, единственное, что вот просто так немножко небрежно сделано, на мой взгляд. Это, в принципе, задумано как блок, но вот оно плохо склеено, бумагу начинает вести. То есть, если есть возможность, конечно, выбирайте такие проверенные марки, как Фабриано, как там многие еще другие. У них, конечно, качество гораздо лучше. Да, вот пример, с которым тоже, говоря об Эколайн, вот пейзаж тоже я рисовала с использованием вот этих вот красок. Покажу немножко. Вот здесь тоже вот такие фактуры получались. За счет вот этих красок. Что еще? Да, еще если вы тоже, если мы будем работать, если вы будете работать с акварелью, вам понадобится хорошо уже прикупить вот такой скотч бумажный, обычно малярный скотч, но есть специальные, художественные, но я не вижу прям необходимости их искать, не везде они есть. И это для того, чтобы закреплять бумагу на поверхности, на столе или на планшете, на котором вы работаете, чтобы ее не вело. То есть иногда даже хотя бы чуть-чуть прихватить, все-таки это бывает удобно. Еще хорошо можно сочетать акварель, да, с маркерами, с ручками гелевыми. У меня есть вот такой черный маркер, и он со срезанным немножко кончиком. Показать. Я думаю, что он задуман для каллиграфии. Да, он называется каллиграфический черный такой маркер. Но им рисовать очень тоже интересно. Получается линия, где есть тонкая и толстая линия, да, то есть по типу нажима. И это тоже можно добавлять тоже в акварель. Что еще я хотела сказать? Ну вот по материалам, наверное, пока все. Я думаю, что да, в субботу я еще напишу, на какую тему будет у нас урок. Он будет также 2 часа по московскому времени. Присоединяйтесь.
делитесь тоже информацией. Я думаю, что сейчас многие сидят дома, и я тоже сижу дома, и жду вас, приходите. Приходите, пишите тоже ваши пожелания, пишите комментарии. Буду очень рада. Заходите на мой канал YouTube тоже, если вы хотите посмотреть обучающие видео. Буду рада тоже вас там видеть. И на этом, наверное, пока все. Хорошей вам недели, хорошего вечера. Всего, до встречи. Пока.